Всех приветствую! В этом видео я расскажу, в чем грех Иуды Искариота и почему так много по этому поводу различных мнений. Кирилл Сергей, канал Предназначение. Итак, давайте вернемся на 2000 лет назад и представим себе ситуацию, которая была бы быть. Итак, есть Христос, да, который видит человека, он идет, ходит по земле, происходят всякие чудеса, учит людей праведности. И вокруг него есть 12 апостолов, 12 учеников, которые к нему максимально близки. Это не случайные люди, он их сам выбрал. Это те, через которых он транслирует в мир свое учение, свои взгляды. Это люди, которые в будущем должны его взгляды проводить в мир, когда Христа не станет. Вероятность того, что среди вот этих 12 близких, подчеркиваю, близких людей был изначально человек, который пришел туда как агент, я так условно говорю, агент, да, то есть как тот, кто его изначально не любил, хотел его предать, хотел сделать ему что-то плохое, но она маловероятна, потому что Иуда Искариот, он находился среди тех же, таких же людей, как он сам, рыбаки, да, кто там были в основном. И он постоянно с ними общался. Если был бы какой-то подвох, если было бы что-то неправильное или неверное, или какое-то изначальное зло в нем проявлялось бы постоянно, то это было замечено, потому что Христос с учениками, они же ходили не 1-2 дня, они же какое-то время ходили, он их учил, показывал, они уверовали в Него, уверовали, что Иисус действительно Мессия, и что Он может делать то, что говорит. То есть это, еще раз, не было того, что случайно он попал, и вот завтра пошел предал. Так что же случилось? Почему так много недопонимания на этот счет? Когда происходила эта ситуация, когда Иисус ходил по земле, мы помним, что у него были враги. Первые, самые большие, это в лице фарисеев, книжников, то есть представителей религии, официальной на тот момент религии, которые пытались помешать Иисусу Христу говорить то, что Он говорил. И для них это было как ножом по сердцу. Это было страшнее, чем что бы то ни было, потому что Он подвергал саму суть вот этого лицемерного отношения к Богу, к людям. Он саму вот эту суть раскрывал и показывал, что есть истина, а что есть лицемерие, называя их книжниками и фарисеями, да, обличал их. И это были его враги. Они, собственно говоря, и хотели Христа убить и закрыть, и сделать так, чтобы он перестал будоражить умы людей. И римские правители, которые тогда были, они фактически были чуть-чуть как бы далеки от всяких их культурных разногласий местных племен, да, или как они там себя считали по отношению к иудеям. То есть для них это были некие секты, которые там между собой где-то там внутри чего-то там они делали, были жрецы, с которыми они договаривались, но тем не менее они считали себя выше, чем погружаться в какие-то нюансы вот этих их внутренних там каких-то религиозных вещей, потому что у них была своя религия, они там верили в многобожие, и как бы пребывание в Иудее это была некая просто должность, некая мера, которую они как бы отбыли и уехали опять к себе в Рим. Или откуда они приехали. В чем грех Иуды Искариоты? Есть по одной из версий, я сейчас не говорю, правильно она или неправильно, это не имеет значения, но просто на чем-то же надо пояснить это. Поэтому приведу ее как версию. По некоторой версии, Иуда Искариот, он хотел спасти Христа от фарисеев и первосвященников. Каким образом? Он решил, что если он предаст Христа и его заберут римские солдаты,
запрут римские солдаты, то таким образом он защитит книжников, защитит Христа от книжников фарисеев, а дальше уже там видно будет, дальше его там освободят, или будет суд, будет ясно, что он не прав. Ну, это не важно. Вот когда Иуда Искариот принял такое решение, что я лучше знаю, как поступить в данном случае, в этот момент проявилась его гордыня. То есть был учитель, Христос, который показывал всей своей жизнью, как правильно жить, как правильно любить, как правильно помогать друг другу, ну и так далее, по всем заповедям, да. И есть некоторый Иуда Искариот, который решил, что он лучше знает, как правильно поступить. И причем решил это не просто решил и посоветовался со своим учителем, а он решил, что он настолько умнее учителя, что он это сделает без всяких советов, что он самый умный, самый хитрый, самый толковый, что он сейчас все устроит, и он в этом состоянии попал в состояние такой гордости от себя, от своего интеллекта или от чем он там гордился. У Христа была возможность не попасть на крест, была возможность не попасть на казнь. Очень много источников говорит о том, что возможность такая была, но Христос сам выбрал вот этот путь, сам выбрал такую смерть, потому что именно этим он подтверждал, что все, что он говорит, это истина. Если бы этого не случилось, то были бы сомнения, так это или не так. Но он сам это выбрал, потому что таким образом он подтвердил, скажем так, делом, жизнью своей, подтвердил, что он говорит истину. И Иуда Искариот, набравшись гордости, да, здесь вот такая аналогия происходит, что заразившись дьяволом, да, или как угодно можно сказать, то есть он, набравшись гордости, он решил за своего учителя, как учителю лучше поступить. И именно поэтому он делал те или иные действия. То есть вероятность того, что он делал это за деньги, за 30 серебряников, ну вот представьте себе, да, ситуацию, что люди ходят с величайшим человеком, да, то есть который чудеса творит, да, и ходят вокруг него 12 близких людей, близких учеников, которым он рассказывал то, что, может быть, даже никто и не знает никогда в мире, да, потому что это были его близкие люди. Не все запомнили. 12 близких учеников. И вероятность того, что кто-то из них, видя, что делает учитель, поменял вот это все на какие-то деньги, она маленькая. Маленькая вероятность, что именно из-за денег он это сделал. То есть деньги ему как таковые, они, зачем, если рядом есть Иисус? Какие деньги? Но дело здесь не в деньгах, а в том, что он увидел, как должно быть, увидел свой собственный путь своего учителя и решил, что он лучше это знает, чем это знает учитель. И именно в этом проявляется его грех. Да, как любой грех, дорога в ад состоит из благих побуждений. Вот здесь самое его благое побуждение было продиктовано его гордостью. Он решил, что он знает лучше. И вот этот грех гордыни – это и есть самый-самый большой грех, который он совершил. А остальное – это было просто некой декорацией. Там 30 серебряников, или Иудину целование, или что-то еще. Это была некая декорация, которой был этот грех оформлен. И именно потому, что здесь неоднозначно все видно, нечетко сказано за это. И именно ситуация немножко недосказанная получается в Евангелии. И именно вот эта недосказанность, это дает возможность включать ум, пытаться понять поступки тех или иных персонажей. И именно понимание вот этих вот поступков помогает человеку разобраться с собой,
понять то, о чем нам проповедовал Иисус Христос. Попробуйте посмотреть на эту ситуацию с этой стороны, со стороны основного греха, который есть в человеке. И тогда она раскроется, и будет все предельно ясно. Подробности можно узнать у меня на канале. Там есть возможность личной беседы со мной. И я какие-то нюансы, несостыковки, если они возникают, я с удовольствием их подсвечу.